Я получаю много вопросов по поводу моего отношения к оплавленному кирпичу. Я поясню свою позицию по этому поводу в нескольких словах. Но перед этим, для вашей информации, мы с Вуден Николс собираемся запустить регулярный подкаст-чат, в котором будем обсуждать самые разные темы. Вчера уже вышла первая часть. Мы пока еще осваиваемся. Каждый эпизод будет выходить только на его канале, а не на моем. Так что обязательно заходите туда, подписывайтесь и следите за новостями. Мы будем обсуждать целый ряд различных тем в будущем, и мы стремимся не слишком пересекаться с темами, которые я исследую здесь. В общем, если у вас есть предложения по поводу темы для обсуждения, дайте нам знать, оставив свой комментарий там под видео. Итак, по поводу этих кирпичей, первое, что нужно сказать, по-видимому, в наибольшем количестве они встречаются в Америке, но их можно найти и в других местах, в Европе в том числе. У меня есть такой один. Вот стена, сложенная из этих искореженных и перекрученных кирпичей. Когда я это увидел, на что я сразу обратил внимание, так это первое. Стена не полностью состоит из таких кирпичей, а не только то тут, то там. И второе. Нет никаких следов строительного раствора. Это говорит о том, что эти кирпичи были подвергнуты такой обработке в другом месте, а затем из них собрали стену. Итак, что это за кирпичи? У них есть имя, и они очень хорошо известны в кирпичной промышленности. Их называют клинкерными кирпичами. И по сей день есть компании, занимающиеся их продажей. Клинкерные кирпичи образуются, когда влажные глиняные кирпичи подвергаются чрезмерному нагреву в процессе обжига. Они не столько расплавлены, как остеклованы или витрифицированы. И это происходит, когда мокрый кирпич находится слишком близко к источнику тепла. Ни один клинкер не похож на другой. Все зависит от состава металла в глине. У них было много имен. В английской пенни-циклопедии 1836 года они называются заусенцами, черными на вид массами стекловидного кирпича, которые стоят 10 шиллингов за партию. Заусенцы или клинкерные кирпичи, то есть те, что сильно витрифицировались в огне, иногда по 100 тысяч из них сливались в одну массу. Кирпичи иногда производятся с гладкой или глазурованной поверхностью. Это создается в процессе обжига. В Америке в разных регионах их называли по-разному. В долине реки Гудзон их называли ламми. В статье 1902 года «В кирпиче и кирпичная кладка» они описываются как корявые, искривленные и деформированные штуки, которые не подходят для самого распространенного вида домов, в которых сдаются в аренду квартиры. Раньше они считались бракованными и продавались не для конструктивных целей. У производителей было от 4 до 5 различных сортов кирпича. Градация была следующей: лучший сорт, первый сорт, второй сорт, третий сорт и клинкеры. И, как утверждает Алафия Ахтар, они также использовались в качестве грога. Грог – это сломанный и измельченный продукт отходов, который был забракован в процессе производства из-за структурных дефектов, таких как растрескивание, придающее кирпичу низкую прочность на растяжение. После измельчения куски клинкерного кирпича использовались с новой партией сырой глины для производства кирпича. А в Америке популярность клинкера по-настоящему взлетела до небес. Это началось в 1730 году с дома Яна ван Хозена. Почерневшие буквы здесь сформированы из клинкера, который использовался в декоративных целях. И на протяжении всего XIX века и начала XX века клинкерный кирпич становится модным. В статье Oakland Tribune за 1907 год говорится, что грубый клинкерный кирпич в фундаменте значительно улучшает вид деревенского экстерьера. Клинкеры стали ключевым аспектом архитектурного движения искусства и ремесла. Они использовали их в декоративных целях. Эти искаженные, разломанные отходы стали аристократами всех кирпичей. И почему? Потому что они продукт огня, того чистилища, который выжигает низшие качества, но очищает и облагораживает и мимоходом оставляет свой след. Эти кирпичи, как морщинистое лицо, на котором записано множество страданий. Эти кирпичи некрасивые, они прекрасны. И это глубокое истинное чувство прекрасного ценится художником. У них есть характер, и они рассказывают историю огня. Как в морщинистом лике старости больше истинной красоты, чем в красивой симметрии юности, так и эти искривленные деформированные кирпичи превосходят своих аккуратных соседей. Они становятся модными, поэтичными, их начинают специально изготавливать. Стандартные кирпичи продавались в Лос-Анджелесе в 1915 году по $4,5 за каждую 1000, но по $9 за каждую 1000 клинкеров. Несмотря на то, что в целом они бесполезны и имеют дефекты, компания Ada Bricks рекламировала в своей местной газете: грубая поверхность клинкерного кирпича дает популярную мягкую античную отделку. Клинкерный кирпич – это выгодное вложение, возможность создать красоту в вашем доме и обеспечить его долговечность. Так он стал модным и ключевым аспектом украшения фасадов и колонн домов, чтобы придать им органичный, античный и старинный вид.
Вот почему этот кирпич присутствует во многих подобных зданиях, потому что он позволяет создать античную отделку. Это не многовековые постройки, а строения конца XIX – начала XX века, украшенные клинкером, чтобы придать античный вид. По своей сути, клинкеры – это брак, но они использовались в декоративных целях. Если клинкеры были не полностью дефектными, а только края, то их могли использовать здесь или там, в тех местах конструкции, где они не нарушили бы ее целостности. И эти декоративные здания прекрасно это демонстрируют. Вот почему вы видите этот витрифицированный кирпич то тут, то там. Кирпичи могут витрифицироваться в чем-то вроде печи или камеры, потому что печи сильно нагреваются. Но опять же, его не видно во всех кирпичных печах. Это зависит от минерального состава кирпича. Они также витрифицируются на определенных участках, где обжиг более интенсивен. И жар должен быть сильным. Кирпичи, используемые в каминах и дымоходах, обычно не витрифицируются. Мы говорим об очень сильном нагреве, чтобы добиться чего-то подобного. Совершенно очевидно, что это не результат катаклизма. Любой катаклизм, производящий такой сильный жар, не повлияет на строение таким частичным, избирательным образом. Англия полна старых зданий из красного кирпича, но с клинкером их не так уж и много. По моему мнению, клинкеры с 1700-х годов использовались как, первое, утилизированные наполнители в некоторых конструкциях, в которых структурная целостность не была нарушена, чтобы задействовать их и не создавать новые кирпичи. И второе, в качестве декорации для создания модных фасадов, что возникло в результате движения искусства и ремесла. Их можно укладывать различными способами в любых формах. Это действительно творческий материал, который, вероятно, нуждается в каком-нибудь металлическом стержне, потому что клинкеры нестабильны. И я понимаю, что это, вероятно, не имеет смысла. Зачем использовать клинкер в декоративных целях? Но мода в большинстве случаев странная и не имеет смысла. Сейчас в моде синие волосы. И вот здесь, я думаю, становится интересно. Можно, конечно, возразить, что мы видим так много клинкерного кирпича в Америке, потому что были предыдущие цивилизации, поселения, которые строились из кирпича до того, как европейцы захватили власть. И их постройки были разрушены, сожжены и затем стали повторно использоваться под эгидой моды. Но это было бы трудно доказать. Но канал Conspiracy RS выпустил отличное видео о свалках Старого Света в Америке. Это стоит посмотреть. Клинкеры вполне могли быть кирпичными остатками от предыдущих поселений, которые пытались разрушить с помощью огня. Есть ли какие-нибудь огромные свалки клинкеров? Не исключено. Это правда, что лучший и самый экономичный способ избавиться от этих кирпичей – превратить их в грок или растолочь. Но, возможно, это было просто нереально сделать со всеми клинкерами, и они должны были найти способ их переработки. Отсюда и мода как способ повторного их использования, стандартизации, а по сути заметания следов. Существует огромный исследовательский проект, ожидающий, когда кто-то начнет документировать клинкеры. Кирпичи XVIII и XIX веков часто, хотя и не всегда, имеют на себе штампы с названием компании. А существуют ли клинкеры с печатью компании? Требуется проведение множества полевых исследований. Я бы и сам хотел попробовать, но у меня нет доступа к Америке. Если на клинкерах не будет обнаружено штампов, то, на мой взгляд, это дает хорошее основание для подтверждения гипотезы о том, что они принадлежали более ранним и, возможно, незадокументированным поселениям, сооружениям и были повторно переработаны. Другой потенциальный аргумент заключается в том, что американские клинкеры являются результатом катаклизма, случившегося до прибытия европейцев, и они были переработаны и использованы повторно. Но опять же, любой катаклизм, принесший такой жар, не будет таким избирательным и частично витрифицировать только некоторые области кирпичей. Он расплавил бы все. И, как сказал Уайс Ап, в мире не было бы песка. Все это превратилось бы в жидкость, а потом затвердело. Если и был какой-то тепловой катаклизм, то, по моему мнению, он должен был произойти еще до того, как появились какие-либо из этих строений, что окружают нас. До соборов, классики, печей для обжига. Они бы этого не пережили. Есть кирпичные постройки 1400-х годов, которые все еще стоят в целости и сохранности. В общем, я думаю, что это переработанные дефектные клинкеры, которые использовались в декоративных целях. Но есть шанс, что раньше они были частью чего-то другого, и это было намеренно скрыто. И хотя у кирпичей есть потенциал для хранения электричества, я не думаю, что кирпичи Старого мира хранили его. И вот почему. Текущие исследования, демонстрирующие способность красных кирпичей накапливать энергию, основаны на двух ключевых компонентах. Во-первых, красный пигмент кирпича – это оксид железа, компонент глины. И второе – технология, которая называется полимер ПЕДОТ.
Пидот состоит из нановолокон, которые могут проникать во внутреннюю пористую структуру кирпича. Полимерное покрытие остается внутри кирпича и действует как ионная губка, которая может накапливать и проводить электричество. Кирпичи не будут накапливать энергию без этого нановолокна. Кирпичи нужно наполнить им. И как вы можете видеть здесь, этот кирпич до наполнения, этот частично пропитан волокнами, а вот так он выглядит, когда он насыщен по полной и готов к накоплению энергии. Кирпич меняет свой цвет на темно-синий, черный. И это технократическая штука. Умные кирпичи, умные города, умный телефон. Нет никаких доказательств использования нанотехнологий в этих старых кирпичах. Я думаю, что наиболее вероятное объяснение клинкеров – это то, что они являются реальными дефектами печи, и что существует большая вероятность того, что многие из них могли подвергнуться сожжению в попытке уничтожить предыдущие строения или скрыть следы предыдущих поселений. Мы никогда не узнаем. Но переработка кирпича, возможно, была одним из способов, с помощью которого Америка смогла добиться такого быстрого старта в плане строительства. Однако это не означает, что кирпичи Старого мира не использовались в творческих целях различными способами, например, в сельском хозяйстве. Это стены оранжереи XIX века. Они были спроектированы со специально созданными полостями, чтобы тепло от печей циркулировало внутри, нагревая кирпичи, что в свою очередь способствовало росту растений вне сезона. Однако эти кирпичи не плавились и не витрифицировались. Возможно, в будущем я сделаю еще несколько видеороликов об альтернативном использовании кирпичей. Под видео я оставлю ссылки на некоторые сайты по клинкерному кирпичу. Есть также страница Википедии. И есть также отличная 100-страничная исследовательская работа по этим кирпичам с обширной библиографией для дальнейшего изучения и чтения. На этом я заканчиваю здесь. Не забудьте зайти на канал Wooden Nickels и подписаться. И я думаю, что следующим будет видео из серии «Лабиринта», а может быть и «Теневой Рим». Они оба у меня в работе, но они продвигаются достаточно медленно, так что посмотрим. В любом случае берегите себя и хорошего вам дня.